Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Как самому сделать самый простой кирпичный мангал? Рядовой и облицовочный камень из обожженной глины является универсальным конструкционным материалом, поэтому простой мангал из кирпича можно соорудить даже без раствора на скорую руку. Стационарный очаг из этого материала считается простым, если в его конструкции отсутствует дымоход. Варианты несложных кирпичных мангалов и барбекю. Глиняный и керамический кирпич выдерживают экстремальные температуры, но обладают в печах и очагах значительно меньшим ресурсом, нежели огнеупорный шамот, поэтому простейшие временные мангалы изготавливаются из рядового кирпича, а в стационарных очагах несложной конструкции внутренняя часть топки может обкладываться футировкой из шамота. Даже если к прямоугольной кирпичной коробке добавить ножки из этого же материала, конструкция все равно остается мангалом. Как только мастер накроет топку крышей, она автоматически превратится в печь барбекю, хотя и без дымохода, но с отверстием для удаления продуктов сгорания. Походный. Из случайно найденных или специально взятых на загородный пикник нескольких кирпичей получается самый простой очаг для жарки мяса на шампурах над углями. При этом необходимо учесть нюансы. Кирпич имеет стандартные размеры 25 на 12,5 на 6 см. Для экономии стройматериала и места в багажнике авто его следует устанавливать на ребро. Для нормальной прожарки мяса без пригорания шампуры должны отстоять от углей на 20-25 см. Поэтому потребуется минимум 2 ряда кирпичей. Ширина кирпичного ящика принимается для стандартных шампуров 37 см, то есть 1 кирпич. Длина мангала для небольшой компании составляет 75 см, то есть 3 кирпича. Таким образом, всего понадобится минимум 16 кирпичей стандартного формата. Каждый из них весит 3,5 кг, что в общей сложности составит 56 кг минимум. Технология изготовления очага следующая. С участка 0,5-0,8 метров снимается дерн. Из него сооружается обваловка. Почва выравнивается по горизонтали. Первый ряд камней устанавливается на ребро впритык друг к другу. Между кирпичами второго ряда оставляют зазоры для тяги 1,5-2 см. Шампуры кладутся с интервалом 7-9 см. После остывания углей конструкция разбирается, дерн укладывается на место. Классический мангал. Для стационарного очага на участке потребуется основание из нерудного материала, песок или щебень, уплотненного виброплитой или ручной трамбовкой. Если вес конструкции превышает 450 кг, потребуется монолитный железобетонный фундамент. Для домашнего мастера, обладающего минимальными навыками каменщика, более подойдет мангал своими руками из кирпича, самый простой и недорогой, в форме прямоугольной коробки. Технология изготовления выглядит следующим образом. Основание, плодородный слой чернозема, серозема нужно снять целиком, обычно глубиной 0,4-0,6 метра, заменив его песком при низком уровне грунтовых вод УГВ или щебнем на влажном грунте. Нерудный материал уплотняется трамбовкой или виброплитой послойно, каждые 10-15 см отдельно. Фундамент только для тяжелых устройств от 450 кг изготавливается из бетона В12 минимум с двуслойным армированием сеткой. Толщина конструкции 7-15 см. Первый ряд, весь периметр фундамента основания заполняется кирпичом вплотную друг к другу. Швы забиваются цементно-песчаным раствором. Нижний ряд полностью заполняется кирпичом. Последующие ряды, перевязка в углах, щели между кирпичами 2 см. Во втором и третьем ряду общая высота конструкции 5 рядов. Можно сделать такой самый недорогой стационарный мангал барбекю. Основными нюансами для данной модификации очага являются: не нужна схема-порядовка, так как ошибиться в этом случае невозможно. Нижний ряд называется в печах поддон. Необходим для предотвращения разрушения бетона от экстремальных температур. Рекомендуется выкладывать огнеупорным кирпичом. Гидроизоляция нужна для предупреждения разрушения бетонного фундамента и кладки от почвенной влаги. Не путать с грунтовыми водами. Изготавливается из рулонных битумных материалов
куски которого укладываются под фундамент до его заливки или первый ряд на основании из нерудного материала. Все остальные конструкции кирпичных мангалов сложнее, поэтому требуется порядовка, зато они удобнее в эксплуатации. Вариант с дровником, с разделочным столом. Печь барбекю. В отличие от мангала классического, барбекю упрощает приготовление мяса за счет размещения его на решетке, а не на шампурах. Сооружается несложно. Бюджетный барбекю мангал из кирпича по технологии. Основание и фундамент. Аналогично предыдущему варианту. Первый ряд отсутствует. Ножки выкладываются из кирпича под задней и торцевыми стенками мангала. Обеспечивают нишу для хранения дров. Имеют высоту 60-70 см в зависимости от роста шеф-повара. Днище на ножки укладывают лист металла толщиной 4-5 мм, либо уголок по ниже приведенной схеме для опирания на него кирпича. Под рекомендуется сооружать из огнеупорного кирпича, укладывается на уголки или лист железа. Стенки типовая кладка коробки с перевязкой углов и внутри рядов. Внимание, более удобного обслуживания считается мангал с выдвижным ящиком для золы и решеткой-колосником над ним для размещения углей. Указанная конструкция немного отличается от описанного варианта. После изготовления ножек под задними и боковыми стенами мангала на ложковый ряд кирпич следующего уровня укладывается тычком, только боковые стенки. Затем выкладывается еще один ложковый и тычковые ряды. На получившемся нижнем выступе размещается металлический выдвижной ящик для золы. На верхнем уступе укладывается колосниковая решетка для углей. Если сделать еще один уступ аналогичным образом, получится удобная сушилка для ягод и грибов. Без раствора. При наличии на участке оставшегося от стройки кирпича, из него можно соорудить недорогой временный мангал, как только увидели внезапно прибывших гостей. Основными нюансами изготовления являются: без раствора ножки, пол кирпича слишком неустойчивы, поэтому их лучше заменить 4 тумбами-колоннами. 1 к 1 кирпич с перевязкой порядно. Вместо листа железа можно использовать кусок любого листового материала, ОСБ фанера, но над ним необходимо уложить 2 сплошных ряда кирпича. Высота коробки мангала составляет 2-3 ряда. Габариты на усмотрение домашнего мастера. Внимание! Конструкция считается временной. На скорую руку испачканный углями и золой кирпич сложно отмываются, поэтому лучше применить рядовый, а не облицовочный камень. Достаточно привлекательным мангалом для барбекю оригинальной конструкции является вариант из нескольких рядов кирпича без раствора в форме круглой тумбы. Также можно быстро соорудить просто из того, что есть под руками. Дополнительные элементы для простейших мангалов. При добавлении в конструкцию дополнительных функций стационарного очага потребуется изготовить для него чертежи или эскизы от руки, поскольку очаг получится сложнее. Возможны ошибки при возведении кладки. Основными дополнительными элементами для несложного мангала являются стол разделочный, плита жаровня и мойка. Разделочный стол. Недорогим вариантом, заметно увеличивающим комфортность эксплуатации, является самый простой мангал из кирпича своими руками с разделочным столом по технологии. Задняя стенка удлиняется, становится сложнее перевязка с центральной стойкой. В дополнение к вышеуказанным конструкциям сбоку вплотную к кладке очага сооружается еще одна стенка-стойка. На нее и боковую стенку мангала укладывается столешница из натурального искусственного камня. Разделочный стол может находиться в любой удобной для пользователя стороны относительно очага. Плита жаровня. Помимо мяса на шампурах или решетки барбекю, часто возникает необходимость приготовления других блюд в кастрюлях, сковородах, разогревания или кипячения чайника. Поэтому вместо разделочного стола отводится место под плиту жаровню. Для этого необходимо выполнить операции: удлинить конструкцию, начиная с нижнего ряда, изготовить переднюю стенку с дверкой для топочной камеры, оборудовать варочную поверхность концентрическими чугунными кольцами для регулировки мощности плиты. Мойка. Для оборудования мангала мойкой достаточно смонтировать вместо обычной столешницы плиту с прорезью для раковины, подвести водопровод или увеличить высоту задней стенки и подвесить на ней рукомойник.
Разводка по участку ХВС холодного водоснабжения значительно сложнее, чем набор воды в рукомойник. Даже при сезонной эксплуатации потребуется сливать жидкость на зиму, консервировать систему. Таким образом, конструкционный материал кирпич пригоден для изготовления мангалов на скорую руку в полевых условиях и на загородном участке. При укладке на раствор можно увеличить функциональность простейших мангалов за счет мойки, столешницы, варочной поверхности или чего-то еще, что вам покажется необходимым для удобства при работе. Здесь важно дать волю своей фантазии и не бояться, у вас все обязательно получится. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.